Всем приветики, я вас рада приветствовать на канале Inspired by Candles. Сегодня у меня будет очень интересное видео для вас. Я хочу приготовить за раз 2 свечи, вот в таких же самых баночках. Также я буду использовать сегодня 2 разных фитиля, то есть 2 разных размера. И по 2 фитиля на каждую банку. То, что я говорила в предыдущем тесте, что мне придется перейти на 2 фитиля. Перед этим я тестировала очень много с 2 фитилями, но это был другой воск, и мне было с ним немного сложновато. Но сейчас впервые буду с этим воском тестировать вот такие вот фитили. Эко, если вам знакомы. Один маленький размер, Эко 0.75. И Эко 1. Также я покажу вам здесь уже тесты горения, так как не хочу растягивать это на 2 видео. Надеюсь, это видео будет вам интересным и полезным. Заваривайте себе чаечек, берите что-нибудь вкусненькое, и я желаю вам приятного просмотра. Вот такие данные у меня сегодня. Воск у нас будет по 155 умножить на 2, то есть всего мне потребуется воска 310 грамм и 30 грамм масла. Именно так всегда я считаю, сколько мне нужно всего в общем на 2 свечи. На 2 фитиля я тоже также делала свой шаблон, и он тоже не прямо ровный. У меня с ним как-то получались очень хорошие свечи. Поэтому я продолжаю его использовать. Самое правильное расстояние между 2 фитилями должно быть 1 инч. И 1 инч это 2,54 сантиметра. Получается, что расстояние вот примерно фитили, получается, будут посреди каждого кружочка. И вот выходит ровно 1 инч. Вот такие красивые тоненькие фитилечки. Мне очень нравится работать с тонкими, потому что их так просто потом обрезать. Придавливаю своей любимой трубочкой, чтобы все хорошо держалось, а не как в прошлый раз. И все, и можно убирать шаблон. Короче говоря, я люблю свой шаблон. Когда-нибудь я закажу себе, конечно, что-то более профессиональное, но пока он справляется со своей задачей. Кстати, хотела вам сказать, что вот эти вот железные фитиледержатели очень царапают вот такой вид банки. То есть, когда вот так вот прям очень сильно затягиваете фитиль, вот здесь оно может очень сильно царапать. Поэтому я возьму и на этот раз переверну его в другую сторону, чтобы оно очень мягенько как-то лежало на этой банке и не царапало ее. Но вообще тоже рекомендую вам не покупать вот такие железные, а тоже заказать на каком-то сайте. Есть делают специальные такие, которые надеваются как-то сверху, и они не будут вам царапать никак банки. И еще, на всякий случай, чтобы ничего не двигалось, я закручиваю их вот так вот вместе. И вот посмотрите, они хорошо натянуты, ровные, и пока ничего не отклеивается. Вот, чтобы вы понимали, насколько сложно готовить что-то в этом питчере. Если вы готовите больше, чем 1 свечу, вот я уже жду, наверное, минут 10, чтобы было 90 градусов, а до сих пор 87, максимум 88, потому что очень сложно дойти до такой температуры с большим количеством воска. У меня уже половина воды испарилась. Свечи уже полностью застыли. Посмотрите, сейчас я могу вам прям вот показать, какая большущая разница между свечой, которую я заливала при температуре 65 градусов, а когда уже заливала вторую свечу, получается, воск немного подостыл. И посмотрите, какая идеальная, красивая, ровная поверхность, без вот этих вот впадин и дырочек. Только что я поняла, что
Этот воск нужно заливать супер холодным в банку. Все производители пишут рекомендацию, и вы, соответственно, пытаетесь сделать так, как вам написали. Но иногда, когда вы тестируете что-нибудь другое, у вас может получиться либо не то, либо что-то намного лучше. Прошло ровно 5 дней, и я с нетерпением хочу наконец-то зажечь эти 2 свечи. И вообще я впервые сейчас тестирую именно с этим воском вот эти фитили, поэтому мне очень интересно, как будут работать 2 фитиля. Ну что ж, начинаем марафон 4 часов и надеюсь, что он покажет какие-то очень-очень интересные результаты. Первый час прошел. Вот так выглядят сейчас свечи. Как вы можете заметить, вот этот фитиль, который намного крупней, он растопил, естественно, больше поверхности. Но пока что я не могу ничего сказать, если это слишком много или слишком мало, так как, возможно, на 2 часу оно может вообще растопить всю поверхность. Тогда это будет не очень хорошо. Тут я немножко обрезала один фитиль больше, чем другой. И видите, какая небольшущая разница, но видно, что вот это пламя немножко меньше. Но это ничего страшного, потому что у вас никогда не получится прям обрезать идеально ровно одинаково фитили, так как их уже 2, и у вас, получается, задача усложняется. В принципе, у меня получилось практически одинаково их обрезать. Они очень красивенько так повернулись в одну сторону. Эта свеча меня радует. Но вот эта свеча меня радует тем, что она растопила немного меньше поверхности, так как нужно немножко выдержать хотя бы первые 4 часа, чтобы вся поверхность не растопилась. Третий час пошел, сейчас я хочу вам прям рассказать, что я вижу и что меня радует. Вот эта свеча, например, с Эко 1. Она выглядит безупречно, я не побоюсь этого слова, но она выглядит просто идеально для 3 часа. Вот о чем я вам говорила, это то, что первые 4 часа свеча не должна полностью растопиться, но должна уже приближаться к этому. То есть вот здесь остался небольшой кусочек, с этой стороны тоже небольшой кусочек, и пламя не слишком высокое. Машруминг немного появился вот на вот этом фитиле особенно. Все потому, что, наверное, его я обрезала чуть выше. И насчет этой свечи, сейчас можно заметить очень большущую разницу между вот этим фитилем и вот этим, который я не так низко обрезала. И получается, здесь еще и машруминг появился. Так что да, этот фитиль не особо подходит, возможно, для этой банки, потому что слишком мелкие. Возможно, один из них потухнет через какое-то время. Последний 4 час, и мне прям есть много чего сказать. Вот эта свеча, я очень рада, как она выглядит. Почти что все растопилось за 4 часа, просто идеально. А вот эта свеча, она также могла, я думаю, растопиться, если бы это пламя было чуть выше, и если бы фитили были более посередине. А еще у меня как будто бы фитили сговорились, потому что один фитиль у меня прям с конкретным таким машрумингом, вот, и здесь тоже, а второй маленький и обычный. Так же самое здесь, машруминга тоже почти нету. Сейчас на последнем часу я хочу сравнить температуру 41, 45,6. С этой стороны, наверное, пламя доходит, вот, 45,6. Если вы не знали, то больше, чем 60, это уже опасная свеча, и такую свечу продавать нельзя. Но у меня 46 максимальная температура, так что это 46,2. В общем, это радует. Это не самая высокая температура, которая будет в этих банках, потому что как только пламя будет опускаться ниже, банка будет нагреваться еще больше и больше, но я не думаю, что до 60 дойдет, а если дойдет, то главное, чтобы не больше. Сейчас хочу вам показать итог в моих фотографиях.
Я сегодня ничего не мерила, не писала, потому что я уже привыкла к этим тестам. Так что сейчас смотрим с вами заключение фитили с 0,75. И я могла бы сказать, что они, возможно, мелковатые для этой банки, потому что если бы они были, допустим, посередине, да, то одна сторона тоже осталась бы как вот здесь и здесь, например. Мне кажется, что на следующем кругу, когда буду еще тестировать, то пламя будет довольно маленькое, что означает очень маленький фитиль для этой банки. По сравнению с Эко 1 он горел идеально. Но это еще не все. Завтра я буду еще повторять такой же тест. Надеюсь, будут такие же интересные, хорошие результаты. Вот здесь фитили у меня очень хорошо посередине расположены. А на втором часу растопилось примерно, я не знаю, как сказать вам в процентах, в общем, где-то 80, может быть, процентов, может быть, 90. Еще нужно будет только разобраться с пламенем, понять, почему оно такое вот получилось. Кстати, я написала немного мушруминг, это было уже в 3 часу, когда один фитиль, получается, уже был заметно выше, чем второй. Поэтому вот такой вот мушруминг образовался. Но посмотрим. В следующий раз я обрежу фитиль так, чтобы он был одинаковым со вторым. Ну и, в общем, мое заключение на сейчас. Это вот Эко 1 пока что выигрывает этот тест. Более оптимальный размер для этой банки. Увидимся с вами уже завтра и продолжим тесты. Сегодня начинаем второй круг 4-часовой. Давайте посмотрим, как выглядят свечи. Вот эта свеча с самыми маленькими фитилями. Видите, один почему-то решил стать похожим на гриб, второй нет. И свеча, которая показалась мне самой хорошей, это с Эко 1. Здесь 2 фитиля, вполне выглядят одинаково, тоже на один немножко есть мушруминг, но мне нравится то, как растопилась поверхность банки. Осталось буквально немножко воска, это означает, что оно, естественно, растопится и будет красивенько гореть и опускаться равномерно. Так что посмотрим сегодня, кто победит в батле. Обе свечи выглядят сейчас очень хорошо, поэтому мне очень интересно узнать, кто все-таки победит. Итак, закончился второй круг 4-часовой, и у меня есть такое заключение. Начнем с вот этой свечи. Тут уже все понятно. Эти фитили очень маленькие для этой банки, поэтому вообще они никак не горят. Вот этой свечой происходят какие-то интересные вещи, необъяснимые. Во-первых, я не знаю, почему один фитиль горит вот так, а второй горит очень высоко. Без понятия. Они выглядят абсолютно одинаковые по размеру. Я специально высматривала, обрезала их так, чтобы они были одинаковые. Баночка очень горячая, особенно с этой стороны, потому что вот это пламя максимально высокое. Сейчас я даже померяю температуру. Должно быть где-то 50 с чем-то. 52,5. 53,8. В общем, почти 54 градуса, главное, что не 60. Но все равно это очень высокая температура. Свеча горела ровно 8 часов, то есть первый круг 4-часовой, второй. И уже видно даже фитиледержатели, видите? Вся свеча растопилась, весь воск. И, в принципе, по бокам воск тоже растопился довольно-таки хорошо. Но есть одна проблема. Проблема в этом фитиле. Я не знаю, почему он такой короткий и маленький. Возможно, эта серия фитилей, вот эти Эко, не подходят для воска, где есть парафин. Это первая причина. Возможно, я подберу какие-то другие фитили. Также огромная опасность того, что растопился весь воск в свече. То, что, видите, фитили, они немножко наклоняются, они начинают падать, они могут даже упасть. И все, и как бы свеча закончится. И что еще может быть? Может просто вылезти фитиль, выпасть. Давайте сравним вчерашние результаты и сегодняшние. Как видите, Эко 1
Сначала меня очень сильно порадовал. 3-й час, 4-й час. Все вообще потрясающе было. 0,75 изначально я понимала, что раз фитили начинают уменьшаться, значит фитиль маленький. Я уже знала. Но думала, что все образуется. И вот сегодня с 1-го же часа до 2-го что-то произошло с вот этим вот фитилем. И пошло-поехало. Это пламя осталось, а это исчезает. Но банку растапливали они очень хорошо и не слишком быстро, то есть вот где-то примерно к 3-му часу начало растапливаться уже 95%, где-то 97% даже процентов воска, что было очень хорошо. Но вот этот вот результат меня не порадовал. Ну и с 0,75 тут сразу все понятно было с 1-го часа, 2-й, 3-й, 4-й, ничего не изменилось, немного больше плавилась поверхность, но это не меняет того факта, что этот фитиль реально слишком тоненький, температура была очень низкая и пламя вообще меньше, чем сантиметр. Это очень мало, поэтому вот остался вот такой вот туннель огромный, вот этот кусок. Вот вам наглядный пример, почему нельзя изначально радоваться 1-му часу, даже 4-му часу, потому что вот я реально порадовалась и думала: класс! Вот так вот у меня будет гореть свеча все время, я нашла идеальный фитиль, но нет. Вот поэтому нужно обязательно проводить кучу тестов, потому что здесь многие не понимают, зачем эти тесты вообще, какие тесты, просто сделай свечу, она горит, кому нужны эти тесты и для чего вообще? И вот вам наглядный пример, что со свечой каждые 4 часа может произойти что-то, чего вы не будете ожидать, и я не думаю, чтобы вы хотели продать такие свечи вашим покупателям. Я-то уж точно не хотела бы. Видео еще не закончилось, как вы можете понять, я решила протестировать еще 3-й и 4-й круг и тем самым показать вам, что вот реально фитиль этот не подходит для этой банки и моего воска. Они очень сильно горят, очень сильно нагревают банку до 60 градусов. Также на 4-м кругу в 1-й же час уже температура банки была 70 градусов, даже выше, а это очень-очень горячо и опасно, поэтому эти фитили, правда, не подходят, хотя они очень тоненькие, казалось бы, вроде как нормально подходили в первые 4 часа, но, как вы можете заметить, это небезопасная свеча. Так что на этой печальной ноте я заканчиваю свое видео. Надеюсь, с этого видео вы поняли, что обязательно нужно тестировать свои свечи как можно больше и тщательней. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вы нашли для себя полезную информацию. Желаю вам прекрасного настроения на создание новых свечей и увидимся с вами уже очень скоро.